Эта история начинается с группы искателей приключений, которым предстоит сразиться со смертоносным лесным драконом ранга С. Он дышит огнем, причиняя огромные разрушения в этом районе, и искатели приключений вынуждены бежать. В другом месте на поле мы встречаем молодого фермера по имени Эл Лейн. Он ухаживает за своим урожаем и доволен тем, как хорошо все растет. Он собирает урожай и готовится отправиться на рынок. В окне своего статуса он получает оповещение о том, что все его навыки ведения сельского хозяйства достигли максимального уровня и достигли 10 уровня. К нему присоединяется его друг, рыбак Теста, который поражен его достижениями. Теста даже немного завидует тому, что у Элла даже есть навык рыбной ловли 10 уровня, хотя он и должен быть рыбаком. Доведя до максимума все свои навыки ведения сельского хозяйства, Эл внезапно получает специальную возможность интегрировать и развивать свои навыки. Он соглашается с этим и получает титул любителя природы. Эл не понимает, что это значит, но Теста видит, что у него внезапно набралось 65 статусных очков, при более чем 73 очках в атаке и 45 очках в защите. Они в шоке, но Эл помнит, что ему нужно попасть на рынок. Эл отправляется в королевскую столицу, чтобы продать свой урожай. По пути он видит дракона, нападающего на искателей приключений. Им с ним не сравниться, и они вынуждены отступить. Эл решает помочь и бросает морковку, надеясь отвлечь дракона, но морковка попадает в цель, и дракон взрывается с одного удара. Искатели приключений остаются потрясенными, сбитыми с толку тем, что произошло, и Эл тоже удивлен своей новой силой. Он быстро отправляется в путь, и искатели приключений видят только его след. Эл добирается до королевской столицы Магис, но пока он стоит у ворот, там похищают девушку. Мужчина в капюшоне врывается внутрь, но Эл прыгает вперед и спасает девочку. Мужчина в капюшоне нападает на Алла с ножом, но Эл легко обезоруживает его и побеждает. Мужчина арестован, и девочка благодарит его за то, что он спас ее. Они слышат звон колокольчика, и Эл быстро убегает, не желая опаздывать. Девочка спрашивает, как его зовут, но Эл просто быстро убегает. Он добирается до рынка и доставляет свой урожай. Когда он собирается выехать из города, его останавливают стражники. Эл думает, что у него могут быть неприятности, но появляется девушка, которую он спас, и представляется Фалосом, принцессой Капитолия. Эл начинает нервничать, разговаривая с принцессой, но она приказывает ему просто относиться к ней небрежно. Она спрашивает, не хотел бы он служить королевской семье. Он отвечает, что черт возьми нет, но только про себя. Вместо этого он осторожно пытается отказаться, говоря, что не может справиться с такой ответственностью. Он пытается уйти, но Фалос ловит его. Она говорит ему, что они хорошо заплатят ему, но Эл говорит, что он заинтересован только в том, чтобы стать фермером. Услышав это, Фалос предлагает отдать ему огромное поле рядом с Капитолием площадью более 33 квадратных метров. Эл спрашивает, почему она готова зайти так далеко только для того, чтобы завербовать его. Она говорит ему, что это потому, что он смог так легко победить человека в капюшоне, сила которого превышала 500 человек. Эл спрашивает, какова средняя сила, и Фалос объясняет, что средний человек обладает силой около 50, авантюристы около 130, рыцари до 600, а легендарный герой 1000. Фалос просит показать его статус, но Эл знает, что он не может ей этого показать. Искатели приключений возвращаются и сообщают, что лесной дракон потерпел поражение. Однако они не знают, кто это сделал, знают только, что там была повозка. Услышав сообщение, Фалос заподозрил, что это был Эл, но пока они отвлеклись, Эл быстро сбежал. Несмотря на это, Фалос по-прежнему полон решимости завербовать его. Внезапно охранник сообщает Фалосу, что ее призывают вернуться во дворец. Поступило сообщение о том, что к столице приближается большой рой монстров. Это самые разные монстры, такие как орки, драконы и големы. Они идут из адской зоны, что шокирует короля, потому что лидер адской зоны, король демонов, был убит героем, и они заключили мирный договор с демонами. Мы познакомились с офицером Сесилом. Он высказал предположение, что не все демоны довольны мирным пактом, особенно первый генерал короля демонов Ромео Ван Дет. Он подозревает, что они узнали о том, что герой скончался, и теперь хотят отомстить за смерть короля демонов. Он советует королю покинуть столицу ради его же собственной безопасности. Король не хочет бросать свой народ, но все его солдаты умоляют его выжить. Эл наконец-то добирается домой, случайно разрушив свою дверь с помощью своей новой силы. Он очень устал за прошедший день, и вдруг Тесса стучится к нему в дверь. Тесса говорит ему, что им нужно эвакуироваться, потому что поблизости находится армия монстров. Эл внезапно вспоминает о своем урожае и спешит на свое поле. Он испытывает облегчение, увидев, что с его урожаем все в порядке. Армия монстров проходит мимо, и Эл понимает, что они направляются прямо в столицу. Он не хочет ввязываться в это дело, потому что он всего лишь фермер, но потом понимает, что если столица падет, ему некуда будет продавать свой урожай. Тем временем король и принцесса сбежали из столицы. Но они зашли в тупик. На короля внезапно обрушивается взрыв энергии.
Сесил преображается и показывает, что на самом деле он генерал-демон Ромео. Он обманывал их с самого начала. Он раскрывает свой план выдать себя за короля, используя свою магию трансформации и править королевством так, чтобы люди об этом не знали. Но сначала он должен убить короля. Он атакует с помощью своей темной магии, но король создает барьер. Барьеры начинают разрушаться по мере того, как король изо всех сил пытается их поддерживать. Фаллос помогает укрепить барьер, но Ромео обрушивает вторую атаку. Барьеры рушатся, и король больше не может поддерживать барьер. Сам по себе Фаллос не может защититься от нападения, а остальные барьеры разрушаются. Ромео собирается прикончить их с помощью своего умения преодолевать тьму, но внезапно появляется Эл и останавливает атаку. Он использует свой навык вспашки и сотрясает землю, уничтожая армию монстров. Ромео очень любопытно, кто он такой, но Эл просто говорит, что он обычный фермер. Ромео прыгает ему за спину, но Эл успевает поймать его клинок и отбросить в сторону. Ромео впечатлен и решает выложиться до конца. Он впитывает в себя силу ближайших монстров и трансформируется в свою истинную форму. Посмотрев на свой статус, Талус видит, что у него 78 уровень силы и более 5 баллов. Она велит Элу убегать. Ромео высвобождает свою силу и бросается на Эла, но Эл отвечает своим собственным ударом, и Ромео терпит поражение. Монстры шокированы одним единственным ударом, и все быстро убегают. Они возвращаются во дворец, и король благодарит его за то, что он победил Ромео и спас им жизни. Но Эл просто говорит, что сделал это потому, что хотел защитить свой урожай. Король просит его послужить стране, но Эл отказывается, говоря, что он всего лишь хочет быть фермером. Король предлагает сделать его военачальником или любым другим титулом, который он пожелает, но Эл по-прежнему полон решимости быть просто фермером. В качестве награды Фаллос решает отдать Элу поле площадью 33 квадратных метра рядом с королевством, но при условии, что он зарегистрируется как искатель приключений, чтобы иногда помогать королевству. Эл согласен с этой сделкой, но когда он идет проверить поле, то обнаруживает перед собой полную пустошь, понимая, что Фаллос обманул его. На следующий день Эл исследует Капитолий с помощью Фаллоса и поражается разнообразию продуктов питания. Эл спрашивает ее, как она может просто прогуляться по Капитолию, но она говорит ему, что во дворце ее заменяет горничная. И она использует волшебную заколку для волос, которая мешает людям узнавать ее. Фаллос приводит Элла в гильдию авантюристов, и их сразу же встречает глава гильдии, до которого дошли слухи о силе Элла. Он ведет Элла к стойке регистрации, где они знакомятся с секретаршей по имени Хелен. Внезапно у Элла громко урчит в животе, так что они должны принести ему немного еды. Хелен испекла для него восхитительный пирог, и они продолжили беседу. Она спрашивает Элла, почему он хочет стать искателем приключений, но Эл объясняет, что зарегистрировался только из-за своей сделки с компанией Фаллос. Внезапно появляются вчерашние искатели приключений, которые благодарят его за победу над драконом С-ранга. Все члены гильдии поражены, и Алу становится неловко. Искатели приключений представляются как Джейк, Люк и Ламия. Они желают ему удачи и говорят, что им следует отправиться на охоту вместе. Эл вздыхает, представляя, как его утаскивают прочь от его фермерского хозяйства. Эл упоминает Хелен, что хочет попробовать выполнить задание, но она объясняет, что авантюристы ранжируются от ранга F вплоть до двойного ранга S. Поскольку он новичок в авантюризме, для начала он может браться только за легкие задания. Она предлагает начать с задания собрать 10 трав в мрачном лесу. Хелен говорит ему, что ему следует обзавестись каким-нибудь снаряжением, потому что там могут водиться монстры. Но Эл говорит, что он слишком беден, чтобы позволить себе что-нибудь подобное. Услышав это, Хелен отдает ему свой старый плащ, усиленный магической защитой. Эл неохотно соглашается принять его, но Хелен настаивает и помогает ему надеть его. Хелен приходит в восторг, увидев его в плаще, так как он, кажется, напоминает ей кого-то определенного. Она желает ему удачи, но Эл может думать только о своей фермерской жизни. Эл отправляется в лес и собирает травы. Во время сбора трав он натыкается на странную черную чешуйку. Он задается вопросом, какой монстр мог ее обронить, но внезапно к нему подходит женщина-орк. Она набрасывается на него, желая породниться с ним, но появляется Джейк и спасает его. Орк побежден, и Эл благодарит его за помощь. Он спрашивает, знают ли они больше о черной чешуе. До Джейка доходили слухи о черном драконе, но он в это не верит, потому что черные драконы обитают в высокогорье, а не в лесу. Ламия предполагает, что он может продать его за приличную сумму денег. Внезапно от них исходит потрясающая аура, которая переполняет их. Они застывают в страхе, когда появляется черный дракон. Дракон окутан тьмой и проходит прямо мимо них. Эл в ужасе, но ему удается взглянуть на его состояние только для того, чтобы быть шокированным его чудовищными характеристиками. Там есть девочка, которая убегает, но ее ловят, и Хелен просыпается от своего кошмара. На следующий день ее мать замечает, что она не слишком хорошо выглядит.
Хелен говорит ей, что у нее наблюдается потеря памяти. Она не может вспомнить, что делала накануне после работы. Ее мать предполагает, что она переутомилась и ей следует немного отдохнуть. Эл возвращается в гильдию и получает срочный отчет. Они встречаются с мастером гильдии и сообщают о своей встрече с черным драконом. По словам Дали, его сила превышает 230 единиц. Судя по его внешнему виду, они подозревают, что это злой дракон Орборос. Они потрясены, услышав это, особенно Хелен. Эл показывает им найденную им чешую, и Хелен приходит в ужас, увидев ее. У нее сохранились воспоминания о том, как ее брат убежал и был убит драконом. Для нее это слишком тяжело, и она падает в обморок. Эл ждет, беспокоясь за Хелен, но ее мать говорит ему, что с ней все будет хорошо. Она узнает плащ, в который одет Эл, и объясняет, что на самом деле она приемная мать Хелен. 15 лет назад она нашла Хелен у озера вместе с этим плащом. Она помнила свое имя, но потеряла все остальные воспоминания. Она подозревает, что Хелен может быть как-то связана с Урборосом. Услышав это, Эл полон решимости помочь ей. Он направляется в библиотеку, чтобы узнать больше, но не находит никаких зацепок. Он решает ознакомиться с отчетами 15-летней давности, когда Хелен впервые была найдена. Однако библиотекарь говорит ему, что эти отчеты носят ограниченный характер, и у него недостаточно высокий рейтинг, чтобы получить к ним доступ. Эл пытается умолять ее об этом, но она прогоняет его прочь. Внезапно появляется Фалос, что удивляет библиотекаря. Она использует свое положение принцессы, чтобы помочь Элу получить доступ к архивам. Их пропускают в запретную зону, и они проверяют записи о повреждениях в деревне, где была найдена Хелен. Эл выясняет, что 15 лет назад деревня Гонора была полностью разрушена, и там также были найдены черные чешуйки. Однако этот инцидент был замят, потому что злой дракон должен был быть мертв. Но если бы он каким-то образом возродился, это означало бы, что весь мир находится в опасности. На следующий день эти двое отправляются в деревню Хонора, чтобы все проверить. Они находят ее в полностью разрушенном состоянии. Пока они осматривают окрестности, Эл внезапно слышит чей-то голос. Он следует за голосом, и они подходят к могиле, и там появляется мальчик, одетый в тот же самый плащ. Фалос не понимает, с кем говорит Эл, потому что она не может его видеть или слышать. Эл понимает, что он призрак, и мальчик представляется как Лей. Мальчик рад, что наконец-то нашел кого-то, кто может его видеть, и замечает, что на Эле такой же плащ, как и на нем. Эл упоминает, как он получил его от Хелен, и Лей тоже рада это слышать, открывая, что он ее брат. Он упоминает, что этот плащ был подарком его отца и был волшебным образом зачарован. Эл надевает плащ на Фалос, заставляя ее впасть в панику и покраснеть, находясь так близко к Хёль. Однако это позволяет ей увидеть Лея, и она приходит в ужас от его призрачного облика. Лей продолжает объяснять, что Хелен была единственной выжившей в деревне и говорит, что она в опасности. У меня возникает воспоминание о событиях 15-летней давности. Хелен зовет Лея пообедать, пока он тренируется с мечом, но спотыкается и падает. Хелен беспокоится за него, но Лей хочет стать воином. Внезапно надвигаются темные тучи, и с неба проливается огненный дождь. Они спешат обратно в деревню, но только для того, чтобы обнаружить, что она горит и разрушена. Черный дракон приземляется на землю, издавая ужасающий рев. Маленький ребенок противостоит ему и бросает в него камень. Дракон может говорить, и ему кажется возмутительным, что мальчик может противостоять ему. Дракон питается их страхом и уничтожает любого, у кого есть надежда. Он открывает свою пасть, собирая темную энергию, и мальчик приходит в ужас. Хелен и Лей наблюдают за ним издалека, но знают, что они бессильны что-либо сделать. Они решают, что единственный выход для них – бежать, поэтому быстро покидают деревню. Но пока они бегут, дракон пролетает над головой и находит их. Они быстро убегают в другую сторону, но дракон летит за ними, дыша огнем. Дракону доставляет удовольствие видеть, как они в ужасе убегают. Хелен выбивается из сил и падает. Она говорит Лею, чтобы он шел дальше без нее, и дракон приземляется у нее за спиной. Дракон готовится поглотить ее душу, но получает удар в глаз, когда Лей бросает свой меч. Он велит Хелен бежать, но меч падает, и ее глаз мгновенно регенерируется. Но дракон обращает свое внимание на Лея, решив съесть его первым. Он бросается на Лея и пронзает его своими зубами. Хелен бросается к своему брату, и дракон наслаждается ее отчаянием, так как это делает его сильнее. Дракон решает оставить Хелен в живых, но клянется вернуться через 15 лет, чтобы снова разрушить ее дом, причинив ей еще больше эмоциональный ущерб, а затем пожрать ее душу. Лей клянется защищать Хелен даже после смерти, и, услышав это, дракон решает привязать свою душу к этому месту, чтобы он мог стать свидетелем ее мрачной судьбы. После этого дракон исчезает, а Лей исчезает. Возвращаясь в настоящее, Лей объясняет, что дракон всегда оставляет одного выжившего, чтобы они могли распространить эту историю и посеять еще больше страха. И когда он проснется, он выследит этого человека и повторит весь цикл. Лей умоляет Элла помочь защитить Хелен,
но он говорит, что дракон слишком силен. Но Лей упоминает, что дракон съел его душу только тогда, когда он впал в отчаяние. Он верит, что они могут использовать силу, противоположную отчаянию, чтобы уменьшить силу дракона. Лей просит Элла помочь ему передать сообщение своей сестре, и Эл быстро уходит, неся на бегу Фалос с собой. Они очень спешат, потому что сегодня исполняется ровно 15 лет с момента предыдущего нападения дракона. Фалос смущается, когда его несут как мешок, и просит Элла понести ее на руках. Но он говорит, что это самый быстрый способ бега, которому он научился, будучи фермером. Они добираются обратно в город, и, к счастью, дракон еще не появился. Фалос называет Алла чудовищем за то, что он так с ней обошелся, но в то же время поражается его огромной выносливости. Эти двое идут разными путями. Эл отправляется на поиски Хелен, а Фалос готовит охрану. Вернувшись в гильдию, мать Хелен отправляется проведать ее, но обнаруживает, что она пропала из своей комнаты. Хелен прогуливается одна по лесу, и вскоре перед ней появляется черный дракон. Он приветствует ее по прошествии 15 лет, и к Хелен начинают возвращаться утраченные воспоминания. Она помнит, что именно по ее вине погиб ее брат. Дракон напоминает ей о том, как бы ее брату удалось спастись, если бы не она. Это говорит о том, что из-за нее скоро погибнут все люди в городе. Хелен умоляет его не нападать на город, даже предлагая свою собственную жизнь. Но дракон не намерен оставлять кого-либо в живых. Хелен впадает в отчаяние и готовится покончить с собой, но Эл подоспевает к ней как раз вовремя и останавливает ее. Хелен приходит в себя, но дракон нападает на Алла, отбрасывая его в сторону. Эллу удается выжить благодаря защите, обеспечиваемой его плащом. Дракон потрясен тем, что человек смог пережить его нападение, но Эл говорит, что он не просто человек, он фермер. Хелен говорит ему, чтобы он убегал, но Эл бросается на дракона и бьет его кулаком в морду. Эл говорит Хелен, чтобы она не волновалась, и дракон удивляется, что человек смог причинить ему боль. Дракон хочет увидеть, как Эл впадет в отчаяние, и они вдвоем начнут ссориться. Дракон бросается на него, атакуя своими когтями, и Эл изо всех сил пытается защититься. Эл наносит еще один удар, но дракон обрушивает на него свое разрушительное пламя. Алла отбрасывает в сторону, и Хелен говорит ему, чтобы он оставил ее, не желая, чтобы из-за нее умирали еще какие-то люди. Но Эл говорит ей, что это не ее вина. Он рассказывает ей о том, как познакомился с ее братом. Ее брат знал, что она будет винить себя, когда к ней вернется память, поэтому он попросил Элла передать ей, что он не винит ее в своей смерти. Он гордится тем, что защитил свою сестру, и желает ей счастливой жизни для них обоих. Эл вселяет в нее надежду, и сила дракона начинает ослабевать. Дракон проклинает Алла и бросается на них, но Эл способен одолеть ослабевшего дракона, победив его одним ударом кулака. Эл наконец-то может расслабиться, но как раз в тот момент, когда он победил дракона, Хелен внезапно наносит ему удар ножом. Эл приходит в замешательство и пытается схватить зелье, но сопротивляется и роняет его. Хелен снова нападает на него, и Эл едва увертывается. Эл пытается спросить ее, что происходит, но Хелен бросается на него, чтобы прикончить. Но внезапно на пути у нее появляется крыло. Появляется священный дракон Мираж и показывает, что Хелен одержима злым драконом. Святой дракон исцеляет Элла и наделяет его своими способностями, но в результате этого он падает в обморок. Он говорит Эллу, что дал ему силу очистить черного дракона и спасти Хелен. Злой дракон смеется, думая, что Эл не рискнет причинить вред телу Хелен, но Эл тут же наносит ему удар кулаком. Дракон потрясен, и Эл видит по глазам Хелен, что она хочет, чтобы он остановил ее. Хелен, кажется, приходит в себя, но когда Эл помогает ей подняться, она хватает его, и душа злого дракона вырывается наружу и ныряет в Алла, пытаясь овладеть им. Он объявляет о своей победе, но тут возникает одна проблема. В глубине души у Элла есть только одно желание – заниматься сельским хозяйством. Он потрясен тем, что там нет ничего, кроме выращивания и сбора урожая. Здесь нет ничего, что он мог бы испортить, и он отторгается от тела Элла. Святой дракон снова встает на ноги и использует свою силу, чтобы очистить Алана. Душа злого дракона разбита вдребезги, и святой дракон благодарит Алла за его помощь. Луч света гаснет, а Эл и Хелен остаются без сознания. Когда Эл приходит в себя, он обнаруживает, что находится в гильдии. Фалос обнимает его, радуясь, что с ним все в порядке. Эл спрашивает, что случилось с драконами, и Хелен говорит ему, что Ураборос был очищен, и святой дракон тоже исчез. Эл спрашивает, все ли в порядке с Хелен после того, как она была одержима. Она говорит, что с ней все в порядке, а также она обрела способность превращать свои руки и ноги в драконьи когти. Эл потрясен, думая, что она все еще одержима, но Хелен показывает, что она может свободно контролировать свою силу. Она планирует использовать эту силу во благо и спасать людей в будущем. Хелен внезапно спрашивает об отношениях Фалоса с Элом, который не признает в ней принцессу из-за ее волшебной заколки для волос. Эл немного волнуется, и Фалос говорит, что они друзья детства. В комнату врывается глава гильдии вместе с Джейком и его друзьями. Они рады, что с Хелен все в порядке, и поражены тем, что Эл победил злого дракона. Они задаются вопросом, как дворец вознаградит Элла за победу над драконом,
и Фалос клянется, что получит огромную награду, почти случайно раскрыв ее личность. Они устраивают вечеринку, чтобы отпраздновать победу Элла. Люк дразнит Элла за то, что он не выпил с ними, но Фалос может читать его мысли, зная, что Эл думает о том, чтобы собрать урожай картошки утром, и говорит ему, что ему следует расслабиться. Хелен демонстрирует всем свою новую силу, и они наслаждаются проведенным вечером. На следующее утро Тесса помогает Эллу собирать урожай. Он поражен тем, что Эл может управлять двумя отдельными фермами. Внезапно мимо пробегает почтальон Рикс и доставляет Эллу письмо. Это письмо от его отца, в котором говорится, что они давненько его не видели и ему следует навестить их. Эл находится в противоречивом состоянии, потому что он занят слишком большим количеством заданий от гильдии. Вернувшись в Капо, Эл проходит мимо лотка с помидорами. Он поражен их формой и цветом. Когда он откусывает кусочек, он приходит в шок, находя его очень вкусным. Он спрашивает, кто его произвел, и узнает, что они родом с фермы в городке под названием Ла-Лукас. Владелец магазина говорит ему, что их секрет заключается в том, что они используют специальное удобрение. Эл умчался прочь. Прибыв в гильдию, он говорит Хелен, что ему нужно взять отгул в гильдии, что приводит ее в панику. Но Эл говорит, что ему нужно съездить в Лулугас, навестить свою семью и посмотреть на эти помидоры. Он спрашивает, не могли бы какие-нибудь другие авантюристы прикрыть его поиски. И Хелен говорит ему, что она может прикрыть его, показывая, что она тоже стала авантюристкой благодаря своим способностям. За пределами гильдии он натыкается на Фалос. Она хочет сопровождать Элла в его поисках, но он рассказывает ей о своем плане навестить своих родителей. Она приходит в восторг и решает последовать за ним, желая встретиться и поблагодарить его родителей. Эллу не удается удержать ее, и он просто быстро убегает. Эл прогуливается по джунглям, приходя в возбуждение при мысли о помидорах. Внезапно появляется орк, но он выглядит вполне дружелюбно. Сова помнит, что орки-самцы дружелюбно относятся к парням, но оказывается, что ей хочется погрызть кость. Сова бросается на утек, но ее ловят, и орк пытается поступить с ней по-своему. Но орк терпит поражение, и Эл знакомится с молодой девушкой с голубыми волосами. Эл получил травму от этой встречи и объясняет это тем, что орк нападает на него уже во второй раз. Девочка говорит ему, что в лесу опасно, но Эл говорит ей, что он еще и искатель приключений. Девочка представляется как Рури, и они выясняют, что оба направляются в Леугас. Они решают отправиться в путешествие вместе, но Эл беспокоится, можно ли ей путешествовать с мужчиной, так как им придется провести вместе ночь в дикой природе. Рури шутит о том, что отрубит ему голову, если он попытается что-нибудь сделать, но говорит, что она не волнуется, потому что она некрасивая. Но Эл говорит, что она симпатичная и ей это льстит. Они продолжают свой путь и вдруг чувствуют опасность. Но на самом деле это всего лишь письмо Рика, который доставляет Элу еще одно письмо. Это письмо от его матери, и Эл рассказывает Рори, что на самом деле он получал их целую тонну, так что именно поэтому он едет туда навестить своих родителей. Но на самом деле он собирается найти это специальное удобрение. А затем он начинает разглагольствовать о помидорах, и у Ри начинает болеть голова. Эл расспрашивает Ри о ее семье, интересуясь, беспокоились ли они о том, что она была искательницей приключений в полном одиночестве. Но Ри говорит, что никто не будет о ней беспокоиться. Ри меняет тему разговора и решает, что им следует разбить лагерь. Она достает из своей сумки палатку, и Эл поражается, как много всего может поместиться в такой маленькой сумке. Эл хочет побольше узнать об этой сумке, и Рури говорит ему, что это семейная реликвия, оставленная ее предком. Эл задается вопросом, кто же был ее предком, но внезапно у него урчит в животе, и они останавливаются, чтобы приготовить немного еды. Эл поражен стряпнёй Рури и хвалит ее за то, как она использует ингредиенты. Затем он спрашивает ее, почему она направляется в Лулугас. Она рассказывает, что собирается пройти обучение. До нее дошли слухи о появлении демонов, так что она собирается провести расследование. Эл задается вопросом, почему она делает что-то настолько опасное, и она рассказывает, что на самом деле она потомок великого героя, который убил короля демонов. Эл поражен, узнав об этом, но все равно беспокоится за нее, потому что она девочка, которая делает это в полном одиночестве. Рури замирает и удивляется, что кто-то действительно беспокоится за нее и благодарит его за заботу. Они решают немного отдохнуть, а Эл предпочитает спать на улице на полу. Рури предлагает ему разделить с ней палатку, говоря, что она ему доверяет, но Эл считает это неуместным. Рури упоминает, что там могут быть еще орки, и Эл быстро меняет свое мнение. Эл удивлен, что у Рури есть 2 комплекта простыней. Она говорит ему, что мечтает о том, чтобы кто-нибудь из друзей поболтал с ней до тех пор, пока они не заснут. Эл решает помочь осуществить ее мечту, но в итоге она сразу же засыпает. Пока она спит, Рай нападает на Алла, и у него выдалась беспокойная ночь. Утром они добираются до больницы, и Ри задается вопросом, как же Эл получил травму. Эл отыгрывается на этом, и они въезжают в город. Они прощаются, но Ри говорит ему, что ей понравилось путешествовать с ним, и она хочет присоединиться к нему снова. Эл просит ее сопровождать его до тех пор, пока он не вернется в Капитолий, и она с радостью соглашается. Она рисует ему карту и просит найти ее, когда он будет готов вернуться. Рури расспрашивает всех вокруг о демонах,
но никто ничего не слышал. Внезапно она слышит крик, и там появляется девочка, которая утверждает, что ее сестру похитил демон. Она говорит Рори, что ее сестру забрали в лес призраков, и Рори быстро отправляется на ее поиски, но там есть мужчина, который наблюдает за ней издалека. Тем временем Эл отправляется навестить своих родителей. Когда он собирается позвонить в колокольчик, дверь распахивается и на него набрасывается мать. Она вне себя от радости, увидев его, и в конце концов душит его в своих объятиях. Эл изо всех сил пытается дышать, но его мать не отпускает его. Появляется его отец и бьет его кулаком в лицо, думая, что он что-то делает со своей женой, но потом понимает, что это был всего лишь его сын. Его жена приходит в ярость, тащит его обратно в дом и наказывает. Они ужинают, и мать кормит Элла вкусной едой, в то время как его отец продолжает подвергаться наказанию. Эл сравнивает приготовленную еду с приготовленной Рури, и его матери вдруг становится интересно узнать, является ли она его девушкой. Его отец говорит ему, что ему следует жениться и завести детей, но жена ломает ему хребет, говоря, что Эл слишком молод для этого. Эл объясняет, что Рури была той, с кем он только что познакомился, и его мать приносит извинения за то, что сделала поспешные выводы. Позже отец Элла спрашивает его о его бизнесе, и Эл говорит ему, что он приехал сюда за удобрениями. Его отец указывает на своей карте, где он может их найти, но затем спрашивает Элла о отмеченном месте. Эл говорит ему, что это тот самый отель, в котором остановилась Рури, но его отец не помнит, чтобы в этом месте был какой-то отель. Затем Эл расспрашивает своего отца о демонах, но тот ничего об этом не слышал. Его отец говорит ему, что пора ложиться спать, и Эл быстро крадет кровать своего отца, говоря, что он не может вернуться в свою комнату, потому что там его ждет мать. На следующий день Эл забирает удобрение и решает навестить Рури. Но вдруг Эл слышит крики и вбегает в толпу. Этот мужчина говорит, что на него напал демон, но говорит, что ему удалось спастись благодаря девушке с голубыми волосами. Эл спрашивает, где он находится, и быстро убегает, чтобы найти Ри. Мужчина встает на ноги, и по щелчку пальца толпа и отель оказываются иллюзией. Эл бежит по лесу в поисках Ри, но находит девушку, с которой Ри встречалась раньше, подвергшуюся нападению демона. Эл легко уничтожает демона, и когда девочка благодарит его, она тоже превращается в демона и нападает на него. Но внезапно появляется Рури и спасает его. Она говорит ему, что лес полон этих демонов, но именно в этот момент появляется мужчина из прошлого, который представился Локи и показал, что он демон. Его забавляет, как Рури так легко обманули, когда никто в городе не видел никаких демонов, называя ее недостойной быть героем. Рури задается вопросом, почему Алла втянули в это дело, когда он должен был просто охотиться за ней. Но Локи говорит, что Эл на самом деле важнее ее, потому что он в одиночку победил генерала демонов Ромео и злого дракона. Эл понимает, что он один из союзников демона, но Локи говорит, что они даже не были на его уровне. Рори бросается на него, но он легко уклоняется и контратакует. Эл бросается к Рури и применяет к ней свою целительную магию. Локи удивлен этой способностью и сожалеет, что не связался с Алом первым по счету. Рури приносит извинения Элу и говорит, что она ему не равня. Но Эл говорит ей, чтобы она не волновалась, потому что он фермер. Он бросается на Локи, но его отбрасывают прочь. Эл продолжает свою атаку, но его швыряют на землю. Там образовалась огромная воронка, и Эл едва удерживается на ногах, но он снова вскакивает и умудряется нанести удар по Локи. Локи отвечает своим собственным ударом, наполненным темной энергией, который отбрасывает Элла в сторону. Когда Эл падает, его упаковка вскрывается. Раны Локи начинают заживать, и он видит, что другие демоны не могли сравниться с Эллом. Эл тоже накладывает исцеление на себя и снова встает на ноги. Локи готов положить всему конец, но Эл спрашивает, почему он нацелился именно на него. Локи объясняет, что он охотится за всеми, кто может представлять угрозу его планам на будущее. Помимо Элла и Рури, он также охотится за Хелен, потому что она унаследовала способности злого дракона. Эл удивлен, узнав, что Хелен стала его мишенью. Затем Локи рассказывает о Рури, которая должна получить благословение Святого Бога в качестве следующего героя, но она не смогла использовать ни одной силы Святого Бога. Он решает положить всему этому конец и призывает своих демонов-червей. Эл и Рури борются с червями, и Рури говорит Элу, чтобы он убирался восвояси. Но Эл отказывается и борется с червями, говоря, что хочет быть лучшим фермером, и что он не смог бы жить с самим собой, если бы просто бросил ее. Они добивают червей, но Локи начинает новую атаку. Эл прикрывает Рури щитом от магии, и тут же раздается мощный взрыв. Когда дым рассеивается, им удается выжить, но они кажутся тяжело ранеными.
Появляется еще больше червей, так как Рури отбрасывают в сторону, а Элла прижимают к земле. Локи говорит ему, что как только черви укусят его, они уже никогда не отпустят. Затем он поворачивается к Рури, чтобы прикончить ее, и она вспоминает, как ее родители подбадривали ее, несмотря на то, что другие говорили, что она не смогла бы стать героем. Она приносит извинения за то, что не смогла стать героем, когда Локи начинает свою атаку, чтобы прикончить ее. Но внезапно черви становятся белыми и рассыпаются вдребезги, когда Элла освобождается. Он объясняет, что это происходит благодаря силе его удобрения, которое обладает пестицидным действием. Благодаря этому черви не способны к регенерации. Хотя Локи и удивлен, но он не волнуется, потому что Эл и так уже сильно ранен. Но Эл все равно бросается на него, и он клянется защищать Рори и Хелен. Рори никак не может понять, почему Эл так упорно сопротивляется. Она вспоминает свое прошлое, когда все говорили ей, что она была слишком слаба, чтобы быть героем, и она сдалась. Но глядя на решимость Элла, она понимает, что быть героем – это не значит быть сильным, это значит быть тем, кто никогда не сдается, несмотря ни на что. Пока Алиса сражается с Локи, Ри умудряется нанести ему удар ножом. Рана Локи мгновенно заживает, но Ри полна решимости сражаться, даже если ей не удастся победить. Ри внезапно пробуждает в себе силы своего героя и атакует Локи своим священным ударом. Эта атака очень эффективна, и вслед за ней Ри наносит еще один удар, который прикончит его. Ри благодарит Элла за то, что он помог ей осознать, что значит быть героем, но Эл падает в обморок от изнеможения. Пока он спит у нее на коленях, Ри признается, что влюблена в него по уши. Наступает ночь, и Эл наконец просыпается. У них возникает неловкий момент, и Рори еще раз благодарит Элла, но в конце концов ему становится неловко. Они решают вернуться в город, но по дороге вдруг слышат странный звук. Эл задается вопросом, может ли Локи быть все еще жив. Звук становится все громче, и Рури пугается, говоря, что она не может справиться с призраками. Это голос, который зовет Элла, и оказывается, что это его мать ищет его. Эл понимает, что это его мать, и не желая, чтобы его застукали с Рури, он говорит, что им следует бежать как можно скорее. Он подхватывает ее на руки и быстро убегает. Эл испытывает облегчение, когда они уходят, и Рури смеется над ним, видя, что он чего-то боится, и Эл может только представить себе, как выглядит его мать. В конце концов они возвращаются в город и испытывают шок, когда обнаруживают, что отеля там больше нет, понимая, что это была иллюзия Локи. Рури находит другое место для ночлега, и Эл говорит ей, что на следующий день он возвращается в Капитолий. Когда Эл возвращается домой, он вспоминает тот случай, когда он вышел поиграть с тёсой, не сказав об этом родителям, и его мать пришла искать его. Они боялись попасть в беду, поэтому пробрались домой, но когда он вернулся, она ждала его у двери. Эл задается вопросом, может ли она каким-то образом телепортироваться. Когда Эл возвращается в дом, его мать снова ждет его там. Он пытается избежать встречи с ней, но она внезапно появляется у него за спиной. Эл приходит в ужас и убегает. Он пробегает прямо мимо своего отца в его комнату, что приводит его отца в панику, так как он остается один на один со своей матерью. На следующий день его мать умоляет его не уходить. У Элла нет выбора, и он говорит, что возненавидит ее, если она будет так себя вести, и она немедленно приносит свои извинения. Эл отправляется на встречу с Рури, и они возвращаются в Капитолий. Тем временем, вернувшись в Капитолий, Фалос эмоционально прощается со своим отцом-королем и приносит извинения за то, что подвел ее. Эл и Рури возвращаются в гильдию, и Хелен начинает ревновать Рури к отношениям с Эллом, даже проявляя свои демонические способности. На следующий день в поле мальчик собирает какие-то фрукты, но Эл ловит его. Рури и Хелен приезжают помочь ему на ферме, но Эл злится на мальчика. Девочки удивлены, что Эл так разозлился, но его просто раздражает, что его фрукты были собраны до того, как они были готовы к сбору урожая, и он кричит на мальчика. Мальчик извиняется, и у него урчит в животе. Эл вместо этого дает ему капусту, и мальчик просто обалдевает. Вкус капусты доводит мальчика до слез, и он радостно убегает. Хелен упоминает, что за то время, пока меня не было, произошли нападения чудовищ, в результате которых была заблокирована торговля с другими странами, и повысились цены на продукты питания, что осложнило положение бедных слоев населения. Они внезапно слышат звон колокольчика, сигнализирующий нападение монстра, и быстро направляются к нему на помощь. На море нападает огромный рой монстров, в то время как стражники и искатели приключений изо всех сил пытаются защититься. Хелен демонстрирует свое демоническое преображение и сражается со своими новыми демоническими способностями. Эл бросается в атаку со своей мотыгой и отправляет монстров в полет, но в конце концов их начинает одолевать кажущееся бесконечным количество монстров. Внезапно прибывают рыцари из королевства Антисбург, угрожая монстрам уйти, иначе они столкнутся с гневом своего святого меча Левитина. Все монстры отступают и отступают, в то время как Эл удивляется, что у них есть меч, который может отражать атаки монстров. Позже той же ночью Эл полирует свою верную мотыгу, а Фалос навещает его, чтобы попрощаться. Эл не понимает, что она имеет в виду,
и она говорит ему, что больше не вернется. Их встреча обрывается на полуслове, так как ее горничная говорит ей, что пора уходить. Она благодарит его за все, и Эл остается в замешательстве. Через несколько дней монстры перестали нападать, и все вернулось в нормальное русло. Элла навещают маленький мальчик и его мать. Мать приносит извинения за своего сына и говорит Эллу, что если ему когда-нибудь понадобится портной, он может навестить ее в городе. В конце концов, они покупают у Эллы еще овощей, и когда они уходят, Эл внезапно удивляется внешнему виду Рика. Эл получает еще одно письмо от своей матери, и Рикс также дает ему копию газеты, которая шокирует его, когда он читает ее. В гильдии Хелен и Рай тоже просматривают эту газету. Они узнают, что Фалос выходит замуж за принца Андисбургского. Хелен задается вопросом, не является ли это политическим браком для того, чтобы заставить кого-то защищать свою страну. Рай находит странным, что монстры отступили от рыцарей, потому что монстры не должны понимать человеческих слов. Внезапно появляется Эл и велит им прочесть его письмо. Оно заполнено словами его матери о том, что она его любит, и Эл смущается и рвет его на части. Он протягивает им еще одну страницу, и девочки читают отчет его матери о нападениях монстров. Она слышала о нападениях и провела собственное расследование, чтобы убедиться, что Эл в безопасности, но в итоге выяснила, что священный меч Антисберга — это всего лишь обычный меч без каких-либо особых способностей. Девочки в шоке от того, как она могла об этом узнать, но Эл говорит им, чтобы они продолжали читать дальше. Они узнают, что его мать смогла разобраться в этом, потому что раньше она была командиром теневых марионеток. Они внезапно приходят в шок, услышав о теневых марионетках, но Эл понятия не имеет, что это значит. Они говорят ему, что теневые марионетки — это самая элитная группа шпионов, способных раскрыть любую тайну. Эл был потрясен, услышав это о своей матери, и они продолжают читать дальше. Оказывается, монстры были вызваны демоном в Антисбурге, но его возлюбленная была похищена, и он был вынужден послать монстров в атаку. Они пришли к выводу, что Антисбург послал монстров напасть, чтобы они могли выдать себя за защитников и потребовать женитьбы на принцессе Фалос. Эл полна решимости спасти принцессу, но это действительно удивляет девочек, потому что Фалос всегда использовала свою магию маскировки, когда они были вместе. Эл быстро исправляет себя, говоря, что как граждане они обязаны спасти принцессу, и ему удается расположить их к себе. Хелен говорит ему, что попасть в Антибург будет нелегко, но сова рассказывает, что он нанял Рикса в качестве их проводника. Тем временем в королевстве Антибург мы встречаемся с принцем Нидалусом, который встречается с различными лидерами, которые хотят, чтобы он защитил их от нападений монстров. Он говорит, что с помощью одного священного меча он может сделать очень многое, и все они пытаются предложить ему исключительные предложения для его защиты. Позже Нидалус вне себя от радости по поводу того, как продвигается его план, и приказывает демону Газели атаковать еще больше стран. Однако Газель хочет прекратить нападение, не желая, чтобы еще больше его товарищей были принесены в жертву. Но Нидалус избивает его и напоминает ему, что он захватил в плен свою подругу. Внезапно входит Фалос и говорит ему, что он не может так обращаться со своими слугами. Входит охранник и сообщает, что карета, прибывшая на церемонию, задерживается, и принц выходит из себя. Но поняв, что Фалос наблюдает за ним, он пытается взять себя в руки и говорит ей, что с нетерпением ждет их церемонии. Фалос возвращается в свою комнату и жалеет, что не может снова увидеться с Эллом, но Нидалис стоит снаружи и гадает, о ком она думает. На следующий день Эл заходит к портному, чтобы забрать несколько нарядов, и обещает принести им побольше овощей. Эл присоединяется к остальным, и Рикс рассказывает им о своем плане. Он велит им выдать себя за торговцев для участия в церемонии, проникнуть внутрь и найти заложника, в то время как он будет собирать монстров, чтобы они могли разоблачить священный меч принца Нидала как подделку. Хелен недоумевает, как он может собирать монстров, а Рикс рассказывает, что на самом деле он демон. Все они в шоке, и Рикс объясняет, что он тоже является членом группы теневых марионеток и был взят к себе матерью Элла, когда он был маленьким. Он показывает, что существует довольно много демонов, которые смешиваются с людьми, и, по-видимому, демон, которому угрожают. Влюбился в человеческую девушку, но оказался в руках принца. Эл клянется, что они спасут всех и каждого, и они приступают к выполнению своей миссии. Они прибывают в Андерсбург и успешно преодолевают ворота. Эл уверенно справляется с их маскировкой, выдавая себя за фермеров, но на девочек это не производит большого впечатления. Они обсуждают свой план, который состоит в том, чтобы проникнуть в замок и спасти возлюбленную Газели, а затем отвезти ее в церковь, чтобы заставить Газель признаться, что сила Святого Меча поддельная. Как только Эл направляется к замку, его тут же останавливает стражник. Он говорит, что доставляет овощи в замок, полагая, что его план надежен и надежен. Но охранник находит его подозрительным, и в конце концов за ними гонятся все стражники. Хелен велит Элу идти вперед и бросает его в замок. Эл случайно приземляется точно в нужной комнате и просит девочку пойти с ним, чтобы они могли спасти Газель. В комнату вбегают охранники, но Эл использует свои овощи и справляется с охранниками. Девочка прикована цепью и не может убежать, так что в конце концов Элу приходится нести ее на руках, пока он убегает от охранников. В конце концов Элу приходится встретиться с двумя другими, но им приходится быстро бежать,
так как за ними гонятся все охранники. Они видят церковь, и девочки говорят Элу, чтобы он поберег Фалос, пока они разбираются с охранниками. Внутри церкви идет церемония, и Фалос говорит: «Я согласен». И в тот момент, когда они подходят для поцелуя, в дверь внезапно ударяет Нидалус, и в комнату врывается Эл. Фалос вне себя от радости, увидев его, но Нидалус говорит, что Эл злодей, который пришел сюда, чтобы захватить принцессу. Затем Эл рассказывает всем, что принц злодей, а его священный меч подделка. Нидалус спрашивает, есть ли у него какие-нибудь доказательства, и даже король говорит Элу, что он видел силу этого меча. Но Эл говорит, что у него есть доказательства, и стражник внезапно сообщает, что на королевство напали монстры. Мы видим, как Рикс призывает монстров к атаке. Гости советуют Нилусу пустить в ход меч, но когда он призывает Газель, он видит, как тот воссоединяется со своей возлюбленной. Рикс приносит принцу священный меч, но он не решается схватить его. Эл говорит, что это подделка, и бросает его в монстра, который уничтожает его одним укусом. После этого Газель открывает правду всем желающим. Он управляет монстрами с помощью демонической флейты и говорит, что принц шантажировал его, чтобы он послал монстров нападать на другие страны. Король спрашивает Нидала о правде, но тот только смеется и говорит, что они поняли это слишком поздно, и он уже послал огромный рой монстров атаковать Капитолий. Газель в замешательстве, потому что он никогда не отдавал такой команды, но Ниталус говорит, что ты можешь заманить монстров внутрь, просто разложив туши монстров. Ниталус злорадствует, говоря, что уже слишком поздно, но тут врываются Рори и Хелен и говорят, что столица так легко не падет. После их последней схватки с монстрами, стражники и искатели приключений попросили Рори переучить их. Мы видим, как они удерживают свои позиции в борьбе с монстрами. Король плачет от благодарности, а Эл говорит Фалосу, что ей не нужно выходить замуж. В комнату врываются стражники, и Ниталус приказывает им схватить незваных гостей. Но все они бросают оружие, Ари и Хелен рассказывают, что стражники перешли на другую сторону после того, как они объяснили им злодеяние принца. Налус приходит в ярость и бросается на короля, но его останавливает Редиска, и Эл избивает его. Налуса уводит, и Фалос прыгает на Алла, говоря ему, что она его любит. Рури сбита с толку и ревнует его к принцессе. Эл пытается сказать, что все это какое-то недоразумение, но даже король благодарит его и приветствует в своей семье. Когда король уходит, его останавливает Трикс, который вручает ему письмо, доказывающее, что Нидалус был всего лишь пешкой для кого-то другого. И он предупреждает короля быть осторожным. После этого все они празднуют это событие в гильдии, и мастер гильдии говорит Элу, что все обращались к нему с просьбами о выполнении заданий. Но Эл напоминает ему, что он просто хочет быть фермером. Фалос посещает гильдию и вознаграждает авантюристов за их помощь в защите столицы. Хелен задается вопросом, почему ей кажется, что она знакома с принцессой, и Эл впадает в панику. Фалос возвращается в ее обличие, и Эл не может справиться с тем, чтобы сохранить эту тайну. Фалос официально встречается с Рури и заявляет, что именно она будет целым. Эл не может с ними справиться и просто уходит, чтобы ухаживать за своим урожаем. Он собирает урожай своих овощей, но Рури и Фалос последовали за ним туда же. Они спрашивают, кто ему нравится больше, но Эл просто пытается отвлечь их, рассказывая о своих овощах. Рури задается вопросом, есть ли на свете кто-то еще, кто ему нравится, и Эл говорит, что так оно и есть. Девочки были шокированы, услышав это, но Эл быстро убегает. Вернувшись к себе домой, Эл смотрит на фотографию и предается воспоминаниям о девочке по имени Оливия. У нас возникает воспоминание о событиях 15-летней давности, когда мы видим, как отец Элла собирает урожай картофеля. Он приходит в шок, когда видит, что Эл собрал так много урожая. Эл вне себя от радости, но его мать злится из-за того, что отец заставляет его работать. В конце концов, Эл берет немного картошки, чтобы раздать соседям, но вдруг они замечают девочку, за которой гонятся двое мужчин. Эта девочка воровка, и Эл задается вопросом, кто же она такая. Соседи говорят ему, что она сирота, живет в горах, и мужчины хотят ее продать. Девочка укусила мужчину и вырвалась на свободу. Она пробегает прямо мимо, хватает корзину с картошкой и убегает. Девочка набивает себе рот картошкой, но Эл находит ее. Она убегает, но замечает, что у Элла есть еда, и он говорит ей, что картофель лучше варить в супе. Она его боится, но Эл оставляет суп позади, и она не может устоять перед этим. В течение следующих нескольких дней Эл продолжает приносить ей еду, и в конце концов она дождется его, и у них появится возможность поговорить. Она представилась Оливии и была поражена тем, что Эл выращивает такую вкусную еду. У Элла вдруг заурчало в животе, и она предложила поделиться бутербродом. Но Оливию внезапно схватили двое мужчин, и они приготовились продать ее. Эл говорит, что она перестала воровать, но мужчины говорят ему, что им нужно возместить свои убытки. Эл умоляет их отпустить ее, говоря, что он вернет все, что она украла. Однако мужчины ему не верят и отказываются. Но тут появляется отец Эллы и узнает о сложившейся ситуации. Он предлагает мужчинам в качестве компенсации риса на 3 месяца вперед,
и они с радостью соглашаются и уходят. Эл задается вопросом, все ли с ними будет в порядке, но его отец беспокоится о том, что скажет его мать. Он предполагает, что в ближайшие несколько месяцев им придется сократить потребление продуктов питания. Лидия возвращает украденную ею картошку, а отец Элис высказывает предположение, что им не помешали бы дополнительные рабочие руки на ферме. Эл с радостью соглашается и приглашает Оливию пожить с ними на ферме, и она вне себя от радости. 2 года спустя Оливия помогает на ферме вместе с совой. Она хочет отдохнуть, но сове очень нравится заниматься сельским хозяйством. Он говорит ей, чтобы она играла с другими детьми, но она говорит, что хочет быть только с ним. Внезапно к Тесе подбегает Теса, за которой гонятся какие-то пчелы-убийцы. Но мать Элла легко отбивается от них всех, разрезая их на куски. Его мать говорит ему, что они направляются в Капитолий подыскивать новый дом. Эл считает это странным, потому что в их доме все в полном порядке, но родители велят ему присматривать за фермой, пока их не будет. Его родители уезжают, и Эл спрашивает Теста, почему за ним гонялись пчелы, хотя в этом районе их быть не должно. Теста раскрывает карту и говорит, что неподалеку в лесу спрятано огромное сокровище. В лесу обычно бывает опасно, но так как все пчелы исчезли, Теста предполагает, что они могут найти это сокровище. Эл приходит к убеждению, и Оливия просит его пойти с ней, но Эл говорит ей, что это может быть опасно, и он оставляет ее одну. По пути Эл задается вопросом, почему Оливия всегда цепляется за него. Думая, что ей следует подружиться с другими детьми, Теса рассказывает, что над Оливией действительно издеваются, когда она остается одна. Эл потрясен, услышав это, и понимает, что именно по этой причине его родители искали новый дом. Они вдвоем добираются до места, указанного на карте, наступают на камень, за которым открывается гора, и падают внутрь. Они осматриваются вокруг и находят табличку, в которой ничего не понимают. Как только Эл прикасается к ней, она начинает светиться, и все вокруг погружается во тьму. Появляется огромный зверь, и Элла пожирают. Происходит извержение вулкана, извергающего огненный дождь, и когда Эл просыпается, он видит Оливию, но внезапно чувствует острую боль в груди. Входит Теса, и Эл задается вопросом, что же произошло в лесу. Они выходят на улицу и обнаруживают, что все вокруг разрушено и покрыто пеплом. Мост на выезде из города тоже разрушен, так что у них нет никакой возможности получить помощь из столицы. Продовольствие распределяется по нормам, но его не хватает даже на то, чтобы объехать город. Эл проверяет ферму на предмет наличия продуктов питания, но все они были уничтожены. Эл внезапно снова чувствует боль и падает на землю, но он все еще беспокоится о том, чтобы найти еду для Оливии. Позже той же ночью Оливия пробирается в палатку старейшины, чтобы украсть еду. Но она помнит, как Эл умолял дать ей второй шанс и говорил ей, что ему нравится видеть, как люди наслаждаются его овощами, поэтому ей удается остановить себя. На следующий день Оливия смешивает их еду вместе и отдает все это Элу. Эл спрашивает, почему еды здесь больше, чем обычно, и она лжет ему, говоря, что помощь прибыла из Капитолия. Эл очень рад, а Оливия говорит, что ей не терпится поскорее съесть ту еду, которую он вырастет. В последующие дни Оливия продолжает давать Элу свою еду, и в конце концов она теряет сознание, думая о нем. Сова задается вопросом, куда подевалась Оливия, а Теста вбегает в комнату и сообщает Элу, что они нашли тело Оливии. Теста говорит ему, что она умирает с голоду, но Эл приходит в замешательство, думая, что они получили помощь из Капитолия. Теста говорит ему, что они даже не получали известий из Капитолия, и Эл понимает, что Оливия сделала для него. Эл оплакивает ее и винит себя в ее смерти. Эл помнит о своем обещании выращивать для нее овощи и возвращается к работе. Однажды после того, как он подстрелил дракона, Эл натыкается на девушку, лежащую на земле без сознания, и в конце концов забирает ее к себе домой. Когда Эл просыпается, он видит, что девочка встала, и она спрашивает, как она сюда попала, и задается вопросом, не похитил ли он ее. Эл пытается объяснить, что он не суфий и просто волновался, когда нашел ее. Девочка объясняет, что направлялась в гильдию, чтобы выполнить задание, и Эл предлагает отвезти ее туда. Эл представляется, и девочка говорит, что ее зовут Линия. Позже Ри приходит в гости, но, увидев Линию, приходит в замешательство. Увидев, что она одета в совиную одежду, Ри неправильно все понимает и убегает, плача и называя его придурком. В конце концов, они оказываются в гильдии, где Хелен выслушивает просьбу Линии. Она говорит, что в ее городе происходит что-то странное, но ей трудно это объяснить. Хелен считает эту просьбу слишком расплывчатой, но в конце концов Эл соглашается на это задание. Когда Линия рассказывает, что она родом из города Галия, Эл приходит в шок. Он теряет самообладание, потому что Галия известна тем, что у нее самая лучшая спаржа в мире, и он не может дождаться, когда поедет туда. Они готовятся отправиться в путь, но Линия в замешательстве, в то время как Эл так мил с ней. Она думает, что у него должны быть какие-то скрытые мотивы, потому что ее отец учил ее, что мужчины похожи на волков. Пытается уверить ее Эл, и хотя она по-прежнему считает его немного суеверным, она решает довериться ему. А тем временем Рури наблюдает за происходящим и начинает ревновать. Их подвозят к Галии,
но по дороге за ними гонится орк. Эл приходит в бешенство, но водитель не слишком беспокоится. Но когда он оглядывается назад, за ними гонится целая орда, и Эл испытывает эмоциональный ущерб от своих прошлых столкновений. Когда Эл просыпается, он замечает, что на нем надет кулон. Ления говорит ему, что этот кулон помогает успокоить нервы. Они добираются до города, и когда проезжают через него, Элу кажется странным, что охранники держат в руках швабры. На рынке Эл видит прилавок и быстро заказывает шашлык из спаржи. Пока она готовится, Эл пытается спросить, не заметил ли этот мужчина чего-нибудь странного. Мужчина говорит, что все в порядке, и отдает Элу свою еду, но она полностью подгорела. Эл приходит в замешательство, но потом понимает, что этот мужчина ведет себя странно. Тележка внезапно опрокидывается, и когда Эл проверяет, как там этот мужчина, он тоже ведет себя странно. Элла внезапно подхватывают на руки и уносят прочь. Позже Эл навещает дом Линии. Ее семья владеет магазином подвесок, и она думает, что именно благодаря этим подвескам она не ведет себя странно, как остальные горожане. Эл спрашивает, где ее родители, но она отвечает ему, что они пропали без вести, когда началась аномалия. Все горожане ведут себя как сумасшедшие и не могут нормально общаться. Появляется хозяин города, и Эл считает за честь познакомиться с человеком, который положил начало революции в области спаржи. Он также носит кулон, и Эл расспрашивает его об этом городе. Господь говорит ему, что это долгая история, и приглашает его на ужин. Но Элла снова подхватывают на руки и уносят прочь. Позже они посещают дом Господа и присоединяются к нему за ужином. Эл расспрашивает о городе, но Господь внезапно приказывает своим стражникам окружить Алла. В одно мгновение Эл способен одолеть всех стражников. Он бросается на лорда, но Линия встает у него на пути. Господь открывает нам, что Линия работает на него, и мы видим, что в него вселился демон. Демон открывает нам, что он вложил свою силу в кристалл и поместил его в статую богини в городе, чтобы он мог контролировать всех и каждого. Он планирует проделать то же самое со столицей. После того, как он услышал о том, что Эл победил генерала демонов и злого дракона, он планировал вложить кристалл в тело Элла и взять столицу под свой контроль. Линия рассказывает, что у нее не было выбора, потому что ее родители были взяты в заложники. Когда демон готовится вложить кристалл в Алла, он бросает светошумовую гранату, которая, кажется, ничего не дает, но раздается взрыв, и статуя богини разрушается. Демон в замешательстве от того, что произошло, и Эл объясняет, что вспышка была всего лишь сигналом для его друзей. Демон в шоке, потому что Линия шпионила за ним все это время, но Эл рассказывает, что когда он увлекся в городе, на самом деле это были Рури и Хелен. Они даже спасли родителей Линии. Эл говорит ему, что все кончено, но демон берет лорда в заложники. Эл использует силу спаржи и насильно кормит лорда. Он напоминает Господу о его любви к спарже, и ему удается вырваться из-под контроля демона. Эл использует этот шанс и прикончит его. Линия благодарит его за помощь и целует, к большому разочарованию Рури. Она заявляет, что когда она станет старше, она найдет его и завоюет его расположение. Эл остается ошеломленным и направляется обратно в Капитолий. После этого Эл возвращается к уходу за своим полем, а Рори, Хелен и Фалос помогают ему в этом. Фалос замечает подвески, которые достались Хелен и Рори, и начинает ревновать. Она хочет снова признаться Элу во всем, но Рори напоминает ей, что они хотят дать Элу немного свободы действий. Внезапно они слышат, как Эл кричит. Он приходит в отчаяние, обнаружив, что среди его посевов проросли сорняки. Это надоедливый сорняк, который высасывает все питательные вещества из окружающих посевов. Он пришел в ярость, обнаружив, что под его наблюдением выросло так много растений. Хелен забавляет тот факт, что сорняки представляют собой большую угрозу, чем демоны, с которыми он столкнулся. Они направляются в город, чтобы продать свои овощи. Они пользуются большой популярностью, и даже король приходит сюда переодетым. Король задается вопросом, когда же Эл возьмет Фалос в жены, но Эл избегает этой темы. Король говорит ему, что подарит ему еще больше сельскохозяйственных угодий и новые сельскохозяйственные орудия труда. Эл представляет себе эти орудия труда и не может удержаться от соблазна. Рури пытается остановить его, и Фалос бросает в нее картофелину, но в итоге Эл вырубается. Эл видит ангельскую фигуру, пытающуюся заговорить с ним, но вскоре он просыпается. Они продают все овощи, и у Элла появляется злобный взгляд, когда он думает об уничтожении сорняков. Он забегает в магазин Рика и демонстрирует гербицид, с помощью которого собирается уничтожить сорняки. Они вдруг видят, как какие-то мужчины захватывают девушку, чтобы продать ее. Эл подходит к ним и легко вырубает двух мужчин. Третий парень убегает, а девушка оказывается демоном. Девушка напугана, но Рикс узнает в ней Юрию и показывает ей, что он тоже демон. Рикс рассказывает, что Юрия – дочь повелителя демонов. Юрия умоляет их о помощи, чтобы спасти демонов, и рассказывает, что ее сопровождающий Вольфи внезапно сказал ей, что она не в безопасности. Затем он открыл портал и отослал ее прочь. Она хочет вернуться и спасти демонов,
но Рик говорит, что территория демонов находится по другую сторону океана, и путешествие на лодке займет не менее 3 дней. Эл берется за эту работу и передает свой пестицид Риксу, чтобы тот мог присматривать за своим урожаем. Эл говорит им, что у него есть более быстрый способ добраться туда, и в конце концов ему приходится нести Юрию на руках, когда он бежит по воде. Юрия приходит в ярость и просит его остановиться, но Эл говорит, что они утонут, если он остановится. В конце концов они добираются до территории демонов, и Юрия благодарна судьбе за то, что они добрались туда так быстро. Внезапно появляется долина и начинает нападать на них. Элу удается остановить атаку, но долина продолжает атаковать своей магией и даже стреляет в Юрию. Элу удается подобраться к нему сзади и вырубить его. Юрия никак не может понять, почему он напал на нее. Вэлли встает на ноги и бросается в новую атаку, но внезапно появляется мать Элла и вырубает его. Она рассказывает, что получила известие от Рика и пришла убедиться, что с ним все в порядке. Они вместе отправляются в путь и прибывают в замок повелителя демонов. Они обнаруживают, что все охранники мертвы, и Эл задается вопросом, что же произошло. Его мать считает, что ими управляли, чтобы они сражались друг с другом, точно так же, как, по-видимому, управляли Альвольфи. Юрия вбегает в тронный зал и находит своего отца лежащим на земле. Эл находит охранника, который все еще жив, и рассказывает, что там была девочка. Он внезапно предупреждает Урию, так как мать Алла пытается напасть на нее, но Эл останавливает ее. Эл может с уверенностью сказать, что она ему не мать, потому что его настоящая мать обняла бы его так крепко, что у него задрожали бы кости, как только она его увидела. Она поражена тем, что он смог разглядеть ее идеальную маскировку насквозь. Она возвращается в свой истинный облик, и выясняется, что на самом деле она Оливия. Элис потрясена тем, что она все еще жива, вспоминая тот момент, когда он стал свидетелем ее смерти, и Оливия показывает, что она жива благодаря силе злого бога. Она демонстрирует свою силу, нападая на мочевину, но Эл ныряет, и ему удается спасти ее. Раздается огромный порез, раздается взрыв, а когда пыль рассеивается, оказывается, что всю гору сдуло ветром. Оливия удивлена тем, что Элу удалось увернуться от ее атаки, и говорит, что это должно быть потому, что в его теле тоже заключена сила злого бога. Эл не понимает, что она имеет в виду, и Оливия объясняет, что навык его любителя природы, который повысил все его характеристики, на самом деле является навыком злого бога. Эл не верит в это, потому что он никогда не встречался со злым богом, но Оливия говорит ему, что он встречался с ним. Она обещает все объяснить, если Эл решит присоединиться к ней. Она говорит ему, что они снова могут жить вместе, и убеждает его в этом с помощью своих очаровательных глаз. Но Юрия окликает его, и он приходит в себя. Лидия получает пощечину за то, что встала у нее на пути, и хватает Юрию за шею. Эл пытается помочь ей, но Лидия останавливает его. Она говорит ему, что если он примет силу злого бога, она может оставить ее в живых. Юрия велит Элу бежать, а Лидии это надоедает, и она решает прикончить ее. Эл освобождается, и прежде чем Оливия успевает напасть, кулоны Элла внезапно активируются, и когда Эл открывает глаза, он обнаруживает, что время застыло. Эл не понимает, что происходит, но ангельская фигура снова появляется перед ним. Она представляется как богиня добра. Она говорит ему, что благодаря тому, что он был бессердечным человеком, она смогла появиться на свет. Она заморозила время с помощью своей силы, но у них осталось совсем немного времени. Она говорит ему, что может уничтожить силу злого бога внутри него и дать ему свою собственную силу, которая позволит ему сражаться. Она берет его за руку и дарует ему свою силу. Она поворачивает время вспять, и прежде чем Лидия успевает напасть на мочевину, Эл активирует свою новую силу. Лидия начинает волноваться, но от этого у нее просто появляется пучок ростков. Все пребывают в замешательстве, и Лидия думает, что это отстойный навык, но он быстро растет, и Лидия цепляется за свои виноградные лозы. Ей удается вырваться на свободу, и она призывает меч. Она бросается на Алла, но он снова использует свою силу, создавая стену из виноградных лоз, чтобы защитить себя. Виноградные лозы снова цепляются за нее, и несмотря на то, что их срезают, они отрастают снова и связывают ее. Вэлли врывается внутрь и атакует, используя свою магию. Он проверяет, как там Юрия, и она рада, что он вернулся к нормальной жизни. Оливия, похоже, не пострадала от нападения и отвечает на него своей собственной магией. Она проскакивает мимо Элла и собирается прикончить его, но Эл умоляет ее остановиться. Она говорит, что ей стало скучно, и говорит, что скоро они снова встретятся. Когда они остаются вдвоем, ее окружает темная энергия, и она исчезает. Волчок яростно расспрашивает об отношениях Элла с Оливией, но король напоминает ему, что он только что спас их всех. Эл объясняет, что она его младшая сестра, и он пытается объяснить ее связь со злым богом, но у короля не так много информации об этом боге. И он обещает связаться с ним, если он что-нибудь узнает. Юрию становится грустно из-за того, что Эл уезжает, и она обнимает его, но Валти начинает ревновать их и обвиняет Алла в том, что он пытается соблазнить ее. Он возвращается на ферму и застает Тессу, помогающей ему собирать урожай. Он объясняет все, что произошло, и спрашивает, помнит ли он то время, когда они исследовали руины,
но Тесса помнит только, что он потерял сознание и не видел появившегося зверя. Эл разочарован, услышав это, но они вместе съели восхитительный помидор. Эл благодарит его за помощь и просит навестить Капо вместе с ним, но Таста говорит, что он слишком занят своей рыбалкой. Когда Эл возвращается к Капо, он срезает путь, но в очередной раз привлекает орка. С него хватит, и он решает встретиться с этим лицом к лицу. Он бьет по ней кулаком изо всех сил, но она только сбивается с ног, и Эл испытывает шок. Она снова поднимается на ноги, и Эл бежит, спасая свою жизнь. Его спасают друзья-искатели приключений, и они задаются вопросом, не стал ли он слабее из-за того, что у него все еще возникают проблемы с орками. Эл считает это странным, и они возвращаются в гильдию. Он рассказывает об этом Хелен и Рури, и они недоумевают, как орк мог пережить его удар. Хелен просит посмотреть, в каком состоянии находится Эл, и мы видим, что его подавляющая сила иссякла. Эл понимает, что когда богиня дала ему свою силу, она удалила навык злого бога, который повышал его характеристики. Хелен говорит ему, чтобы он не волновался, потому что он все еще намного сильнее среднестатистического искателя приключений. Появляется Рик и доставляет еще одно письмо от своей матери. Хелен и Рури заглядывают в него, но там есть предупреждение им о том, чтобы сделать шаг в сторону Элла, и они задаются вопросом, есть ли у его матери люди, наблюдающие за ними как за бывшим командиром теневых марионеток. Эл продолжает читать дальше, обещая разобраться с Оливией и говоря ему, что ему всегда рады дома, а затем просто продолжает говорить ему, как сильно она его любит. Когда Рикс уходил, он наткнулся на Фалос. Она хочет потусоваться с Эллом, но Рори и Хелен оба начинают ревновать. Пока они все вместе тусуются, Эл продолжает задаваться вопросом, почему вдруг появилась Оливия и чего добивается злой бог. Но он старается получать удовольствие от общения с друзьями, которых у него завелось. Он вспоминает о том, как познакомился с каждым из них, и о тех искателях приключений, которые у них были. Он полон решимости стать сильнее, чтобы защитить их и защитить свой урожай. Ведь он сам фермер. Но на этом вся эта серия заканчивается.